Когда мне советуют пройти какую-либо игру, я всегда думаю, что она мне должна понравиться. Наши жизни довольно коротки, и было бы гораздо приятнее, чтобы в итоге они состояли из положительного опыта. Знаю, это смешно слышать от человека, который сделал 4 негативных видео об одной единственной игре, но это в прошлом, урок усвоен. Пора двигаться дальше. И потому я ожидал, что мой следующий шаг, ознакомление с новеллой «Привет, Шарлотта», будет опытом позитивным. Я ошибся. Шарлотта мне не понравилась. Мне не удалось ни соединиться с ней эмоционально, ни найти поднятые темы хоть сколь-нибудь интересными. И потому даже обзор на Шарлотту мне делать не хочется. Если вам такой нужен, милости прошу на канал March Watch. Он успел сделать это до меня и лучше меня, потому что немного углубился в историю игр на RPG Maker. Я от этого далек и туда бы не лез. Но если суммировать все мое мнение в паре предложений, то скажу так. Мне кажется, что Эдрейн, которая и создала визуальную новеллу «Привет, Шарлотта», невероятно посредственно обращается с повествованием. Она поднимает много разных тем, но вместо развития их в сюжете с помощью истории, она просто объясняет свою позицию. Под историей она, кажется, понимает тонну экспозиции, от количества которой плавится мозг. Но я, очевидно, могу оказаться неправ, поэтому мне очень сильно потребовалось чужое мнение. Иногда так бывает. Ты что-то не понимаешь, борешься со своими мыслями, путаешься, а потом находишь какого-то человека, который все так по полочкам раскладывает, что у тебя самого в голове все становится по местам. Благо, бегать далеко не надо. В Стиме у Шарлотты сотни положительных отзывов, но никакого мнения там нет. Сейчас объясню. В большинстве отзывов я увидел лишь, как люди разбрасывались словом «шедевр», ничего не поясняя, а более же подробные ревью были написаны так: игра хорошая, потому что в ней смешные шутки, прекрасные персонажи, приятная музыка и глубокий сюжет. Окей, а что это все конкретно значит? Это очень абстрактные понятия, которые можно свести к банальному «хорошо». То есть игра хорошая, потому что в ней история хорошая. А почему это так, никто не говорит. Вы же не считаете, будто создание произведения искусства – это как поход в магазин? Обходишь разные отделы с музыкой, артами, сюжетом, персонажами и бросаешь все в тележку. Если в магазине не оказалось чего-то нужного, то, увы, дома из этого приготовить что-то годное не выйдет. Но вы понимаете, это же абсолютный бред. Искусство – это не продукт соединения других готовых продуктов. Вернее, в какой-то степени это правда, но важно учитывать и то, как все эти отдельные части работают друг с другом. Если бездумно вырывать куски из других произведений и лепить их вместе, возможно легко упустить крайне много нюансов и создать какого-то монстра. Не думайте, что я такой придирчивый без причины, просто слова «шедевр», «гениально», «хорошо» сложно понять однозначно, когда мы говорим об искусстве. То, что работает в одном произведении, не будет работать в другом, и причины могут быть какие угодно. Например, вы же не судите о комедии по тому, насколько сильно она смогла вас напугать. Это не хоррор, соответственно, судить о комедии по ее способности напугать бессмысленно, хотя никто вам запрещать это не будет. В то же время мы часто осуждаем голливудские ремейки за то, что они извратили историю оригинала. Но почему? Там же тот же сюжет, те же персонажи и те же проблемы. Загадка. Неужели в историю входит намного больше деталей? Однозначно указывать на ошибки, не говоря о конкретной работе с ее собственными правилами, крайне сложно и непродуктивно. Услышав, что человеку что-то понравилось, я всего-навсего хочу понять, почему. Понравилось что именно. Хочется услышать чужое мнение. Но среди отзывов Шарлотты видно только впечатление. Обсуждать свои чувства важно, но искусство строится не только на них. И если мы будем судить о работах, основываясь исключительно на этом, вряд ли мы увидим что-то хорошее. Так что давайте поговорим об этом, о субъективности в искусстве и его критике. Для меня такие истории, как «Привет, Шарлотта», пустые сосуды. Кроме главного вопроса и ответа на него, в них нет ничего конкретного, и сделано это специально. Автор обозначает тему,
экспозицией в паре ключевых сцен накидывать текст о том, что происходит в сюжете или как чувствуют себя персонажи, и далее рассчитывать на игрока, который своим восприятием заполняет то, что в сценарии не написано. Видеоигры могут себе это позволить чаще тех же книг и кино, ведь зритель в них проактивен. Он принимает непосредственное влияние на развитие сюжета, как бы принимая на себя роль главного героя. Без его действий ничего не произойдет. Произведение кажется целостным, потому что игроку в этом случае очень легко взглянуть на путь из двух точек, увидеть, что автор объяснил, как и почему они соединены, и заполнить сценарий своими чувствами и догадками. А раз эти мысли у игрока его собственные, они ему очень близки и знакомы. Соответственно, вопросов не возникает. История написана в уме, но не на бумаге. Иногда, кстати, персонажа делают безмолвным, чтобы люди не думали о нем как об отдельной личности со своими интересами. В случае с новеллой, о которой мы говорим сегодня, автор опирается на эмпатию, ведь она в нас довольно сильно развита, а потому на многих работает. Так уж люди устроены. Мы можем сопереживать даже за плохо написанных персонажей, если у нас есть повод сопереживать их тяжкой судьбе. Во втором эпизоде новеллы, к примеру, Шарлотта встречает странного паренька по имени Си. Над ним все издеваются и насмехаются, и кто как не мы, то есть Шарлотта, можем ему помочь. В конце истории Си может ожидать очень страшная участь. По сути, смерть, и мы можем спасти мальчика, отдав ему голос в момент суда. В такой ситуации хочется ему помочь, потому что игроку показывали, как грубо с этим персонажем обращаются без какой-либо вменяемой причины, да и Шарлотта за него переживает. То есть, нам об этом постоянно рассказывают. Но что, собственно, помогает Шарлотте с этим героем подружиться? Что такого произошло между персонажами, из-за чего они теперь настолько близки друг к другу? Почему Шарлотта должна пожертвовать собой ради Си и не приемлет другие варианты? Она должна серьезно взвесить альтернативы и принять какое-то решение, и сделано это должно быть по какой-то причине. Однако сценарий написан крайне удобно для Эзрейн. Шарлотта одновременно очень переживает за Си и хочет проголосовать за него, не хочет предавать свою лучшую подругу и хочет проголосовать за нее, а с третьей стороны все еще может передумать и не голосовать вообще ни за кого. Автор написала достаточно текста для создания разных вариантов развития истории, но этого развития в новелле до принятия окончательного решения не происходит. Есть просто поставленный вопрос, после игрок выбирает концовку и только потом идет ее раскрытие. Эзрейн позволила игроку сделать выбор в пользу любого удобного именно ему варианта, а не варианта, который хотел бы иметь персонаж. А раз так, то получается, что этот персонаж пуст и от его действий и мнений ничего не зависит. Уже представляю, как кто-то пытается мне напомнить о кукловоде Сете. Не бегите впереди паровоза. Для тех, кто не в курсе, Шарлотта якобы и не должна являться полноценным персонажем с личностью, ведь в мире игры она лишь марионетка. Настоящий главный герой – мы, кукловод Сет. Он принимает все решения за героиню. Вот только история все еще о Шарлотте и ее судьбе. Кроме одной из трех концовок, Сет никак не обозначается как решающий элемент истории. Героиня обращается к нему, будь это план действий или просьба о помощи с выбором, но у игрока все еще банально нет возможности повлиять на игру за пределами ее сюжета. У него нет безграничных вариантов выбора, эта новелла абсолютно линейная, что значит, что автор никак не заигрывает с разрушением четвертой стены. Вот один из примеров. Шарлотта опаздывает в школу и хочет использовать телепорт. У нас есть возможность предложить ей поспать еще немного, на что героиня отвечает: «Пошел нахуй, Сет, тебя не спрашивали, пиздым». Да и мало того, что в той концовке к Сету обращаются только после демонстрации происходящего с Шарлоттой, что еще раз указывает нам на важность именно ее как главной героини, в этой концовке, да и что уж, буквально в самом начале игры тоже объясняют, что Сет персонаж выдуманный и его быть в этой истории не должно. Вот такая у игрока роль. Стену сломали, а зачем, не ясно. Вроде кукловод, а вроде повлиять на историю как хочется нельзя. Герой как бы есть, но он выдуманный, так что его как бы нет. Думайте, что хотите, короче. В принципе, только думанием игрок и может на что-то повлиять.
Персонаж Шарлотты не развивается, зато у игрока благодаря бесконечным пояснениям развивается понимание происходящего. Он начинает ставить рамки в истории там, где это кажется уместным именно ему, а персонажи с их собственными амбициями должны не вставать на пути. Но в таком случае, как их можно назвать полноценными личностями? Можно ли сказать, что они хорошо написаны? Нужно понимать одну важную вещь. Высокий уровень эмпатии, благодаря которой мы соединяемся с героями произведений эмоционально, не обязательно заслуга этих самых произведений. То, что вы ощутили какой-то эпизод сильнее другого человека, не обязательно связано с навыком письма автора. Ваше впечатление субъективно. Спрятав все связующие элементы работы, авторы оставляют игрока с пространством, которое он заполняет своими догадками. Такой прием очень круто использовать, чтобы у зрителя появился уникальный опыт, которым он может с другими людьми поделиться. Это очень хорошо. Но тут смотрите, какая проблема. Интерпретировать Шарлотту вне того, как о ней рассуждает автор, сложно, потому что, повторюсь, и вопросы, и ответы тоннами сыплются на читателя. Если аудитория создает какую-то интерпретацию, значит что-то в произведении способствовало ее формированию. Человек, который увидел что-либо в произведении, имеет полное право задуматься, а что именно помогло ему сформировать такой взгляд на работу. И это вообще не будет касаться никого другого, это личный вопрос каждого. Но аудитория его не задает. Возможно, поэтому некоторым кажется, что фандом мертвый. Почти все сходятся во мнении, что визуальная новелла хорошая, ведь заставляет их задуматься на многие темы. Однако это же не вопросы, которые всплывают в голове игрока, потому что он решил задуматься о них сам. Все темы были подняты в самой истории, их задают вслух. В новелле конкретные события приводят к конкретным результатам и конкретным реакциям персонажей. «Привет, Шарлотта» не абстракция. Это не Юмы, Ники или спящая Сара. Хотя со вторым примером я не уверен, эту игру я не закончил. Вот в первом эпизоде Шарлотте нужно присмотреть за Феликсом. Он исчезает, и героиня его ищет, а после нахождения какая-то ловушка Феликсу сносит голову. Шарлотта не просто шокирована, что можно понять. Она ведет себя так, будто Феликс был ей невероятно близким другом. Только вот в сюжете нет ничего, чтобы этих двух героев связывало. Они успели подружиться когда-то там за кадром, а игрок их отношения должен принять как данность. Второй эпизод с этой жертвой ради Си не так далеко ушел от первого, но зато там задач побольше и следить за их развитием труднее, потому что наше внимание постоянно переключается. А на третьем эпизоде я сдался, поэтому про него говорить не буду. Вы просто вспомните, что есть люди, у которых какого-то опыта может не быть. Возьмем, к примеру, любовную историю, ну или историю дружбы, кому как нравится. Кто-то никогда не был в отношениях. Или был, но у этого человека отношения устроены совсем по-другому. Как тогда автор может рассказать им историю о любви, если эти люди понимают вопрос совершенно иначе и не могут ощутить эту любовь двух героев в должной мере? Неужели все потеряно и все написано только для тех избранных, чей опыт в ней отражен? Совсем нет. Решение есть. Автор может изменить ситуацию, просто, написав сценарий за пределами события А, которое приводит к событию Б. Конечно, стоит учитывать, что зрители в любом случае будут проецировать не только свою жизнь на происходящее в фильме, но и свои представления о ней. И поэтому, очевидно, охват аудитории фильма будет намного шире. Но когда в повествовании, кроме ключевых событий, есть нюансы, она ощущается намного более живой и конкретной. Это, знаете, как анимация. По ключевым кадрам мы легко можем понять, что там пытались изобразить, но очевидно, эта работа неполноценная. Когда в сюжет добавлены эти нюансы, понять вещи, которых ты никогда не испытывал, проще как минимум потому, что можно посмотреть на ситуацию глазами персонажа, потому что именно его опыт в ней отражен. А что у нас в Шарлотте? Шарлотта готова пожертвовать собой ради людей, которых не особо-то знает. Мы смотрим на мир глазами ангела, добрая, послушная и безвольная, идеальный сосуд для игрока.
Кто проживал темы, которые показаны в этой истории, тот связь с ней ощущает, а кто не проживал, тот в пролете по определению, и изменить это автор даже не старалась. Она не пыталась написать что-то конкретное и погрузить читателя в свою историю, она лишь погружает его в его же собственный опыт. И таким образом она разделяет игроков на две слабо пересекающиеся группы. Но разве это плохо? Да нет, на самом деле. Для искусства нисколько, а вот для критики, когда дело касается ее, вырастает огромнейшая проблема. И звучит она так. Фразу наподобие «ты можешь быть не согласен с моим мнением, потому что у нас субъективный опыт, он просто отличается», мы слышим раз за разом на протяжении многих лет. И с первого взгляда с фразой можно согласиться. Конечно, звучит она вполне логично, ведь опыт действительно у каждого разный. Но ее слышно только в одной ситуации. «Эй, ты видел комнату Томми Вайсо? Мне этот фильм очень понравился, тебе стоит его посмотреть когда-нибудь». «Да, я его видел, шикарное кино». Так, погоди. Ты сейчас говоришь, что фильм хороший, но откуда нам это знать? Это же субъективно. Но ты разве только что не... Нет, твой опыт никак не связан с своим. Это лишь твое мнение. Но ты же сказал, что тебе понравилось. Ну да, я же и говорю, это субъективно. И я не хочу смотреть фильмы с тобой. Такого вы не услышите никогда. Фразу «все субъективно, это всего лишь твое мнение» слышно только когда люди не согласны друг с другом. А вот когда их мысли сходятся, как мне это видится, они уже готовы общаться. Интересно, а почему в этом контексте этот аргумент ни разу не звучит? Почему никто тогда не говорит «это всего лишь наш опыт, нет смысла говорить о книге, фильме, игре, все это субъективно»? Очень забавно выходит, не думаете? Хотя это никак, по сути, не отличается от первой ситуации. Такая позиция ведет к отсутствию диалога, ведь равноценной ей фразой является «мне все равно, что ты говоришь». Субъективно, блин. Вот это новость. Да мнение любого человека субъективно. Зачем вообще тогда, по-вашему, обсуждать что-либо? Вот и получается, что, говоря такое, мы сами запираем себя в нашем субъективном опыте. Сами ставим границы на то, как мы можем смотреть на искусство, а в худшем случае – на жизнь. И меня это очень печалит. Когда кто-то говорит о своих чувствах, их можно выслушать, но я слабо себе представляю, как они помогают понять произведение. Проникнуться ими мне, просто прочитав отзыв человека, о котором я ничего не знаю, сложно, а оспаривать их бессмысленно, потому что нельзя доказывать кому-то, что он должен чувствовать что-то другое, это бред. Поэтому впечатления, которые заполонили отзывы Шарлотты, нисколько не подогревают мое отношение к игре. Я не становлюсь к ней ближе, и нравится она мне больше не начинает. Сейчас представьте, какой смысл для кого-либо вообще стараться в создании чего-то, если по итогу в случае, когда кому-то что-то не нравится, можно просто ответить «это только твое мнение». Зачем оттачивать навык рассказа истории, если по итогу кто-то будет в восторге? Зачем учиться рисовать, если мама тебя похвалит? Я сильно утрирую. Реальность далека от описанного. Люди, понимающие ценность своих собственных трудов, будут продолжать стараться, потому что они создают не для того, чтобы понравиться кому-либо. Но эта позиция о субъективности подразумевает, что нет никакой разницы между детским рисунком и работой Рембрандта. Ты не можешь расти над собой как автор, ты не можешь быть лучше, ведь лучше по определению не существует ни для кого вообще, даже для тебя самого. Есть причина, по которой рисунки детей не висят в музеях рядом с работами дадаистов, несмотря на то, что работы последних по определению бессмысленны. Подумайте, почему. Иногда субъективность используют не для нападения, а для защиты. Например, говоря «это всего лишь мое мнение, у вас может быть свое». Во-первых, очевидно, у другого может быть свое мнение. Во-вторых, человек в таком случае банально обесценивает свои собственные слова, типа «окей, раз это всего лишь твое мнение, то слушать тебя не стоит, я по твоей же рекомендации составлю свое». Ну только если оно уже не совпадает с твоим, тогда я согласен на все 100%. Давайте выйдем на улицу, пощупаем траву. Человек может ответить вам фразой типа «это всего лишь мнение» по многим причинам,
В конце концов, может, он просто устал от разговора и хочет поставить в нем хоть какую-то точку и отвлечься. Мало ли, ситуации разные бывают. В целом, я рекомендую просто запомнить. Тезис «это всего лишь мнение» приводит разговор в тупик, и если мы хотим прийти к какому-то выводу о работе, то от привычки говорить так надо избавляться. Фразой «все субъективно» люди вроде хотят защитить какое-то произведение искусства в собственных глазах, но по факту обесценивают его, не только ставя в один ряд с посредственностью, но и подразумевая, что обсуждать произведение нет смысла вообще, потому что в любом случае мнение у всех людей совпадать не будет. Если о произведении нельзя говорить, то оно, по сути, не существует. И какая же в нем тогда ценность? Вот мне нравится этот отзыв. Дайте каждому прохожему по копии картин Пикассо или Сальвадора Дали, спросите у них, что они чувствуют, и вы услышите сотни разных мнений. Дайте каждому прохожему поиграть в «Привет, Шарлотта» хоть полчаса, и они замолкнут до конца дня со странным выражением спокойствия и смущения на лице. Естественно, они замолкнут, блять, потому что Эдрейн все сама за них сказала, тут места для мыслей-то и не осталось. И автор отзыва преподносит это как преимущество. Как мило. Кстати, еще одна тупая фраза, звучащая в ответ на чей-то отзыв. Никто твоего мнения не спрашивал. Те, кто отвечает так кому-то, не понимают, что их мнение о чужом мнении не спрашивали тоже. Точно так же, как никто не спрашивал отзываться положительно или отрицательно об игре в принципе. И, что самое главное, скорее всего, никто даже не просил эту игру сделать. Вот сами пойдите и скажите Эдрейн, что ее взгляд на социум никто не спрашивал. Как приятно ей, наверное, будет услышать такое. Ой-ой-ой-ой-ой. Читая «Истоки морали» Франца де Вааля, я убедился, что такой, казалось бы, извращенный способ мышления на самом деле справедлив для каждого из нас. Я и вы не исключение, такова природа человека. Даже ученые, которые вроде как должны являться олицетворением объективности, не могут избежать этого греха. В этой книге де Вааль описал случай, когда одна из его студенток защищала результаты исследования по примирению приматов после драки, а сидевшие в комиссии психологи не верили, что такое в дикой природе вообще возможно. В то время наблюдений по этому вопросу просто не было. Предложение самого Франца пойти с ним в зоопарк и пронаблюдать описываемое исследование комиссия отвергла, сославшись на то, что они могут быть объективными и без того, чтобы лично во всем убедиться. Они сами оградили себя от правды, побоявшись поколебать устоявшуюся в их головах картину мира. Ну а что касается художественных произведений, мы с их критикой поступаем так же. Я буду ошибаться, иногда намеренно. Я знаю, что предвзят, когда делаю видео об истории, с которой я не ознакомился полностью, когда игнорирую важную деталь или целые сцены, которые меняют контекст происходящего. Можно сказать, я вам намеренно вру. Человеку свойственна предвзятость и вера в свою правду. Вопрос субъективности вездесущий, и в искусстве он поставлен не менее остро. И потому я постараюсь дать на него ответ. Да, в 4-й раз. Для меня ощущения и критика совершенно разные вещи. Они очевидно связаны, но не преграждают дорогу друг другу и никак не противоречат. Вам может нравиться что-то, что вы считаете плохим, или же наоборот, вы можете ненавидеть что-то хорошее. Это нормально, потому что есть чувства, а есть суждения. Их не стоит путать. Приравнивать и то, и другое к субъективному означает приравнивать их друг к другу. И вы понимаете, насколько это нелепо. Эти вещи опираются на совершенно разные данные. То, что какая-либо история плохо написана, нисколько не умаляет тот положительный опыт, который вы с ней имели, если это только для вас самих не важно. Прошу это понять. Я считаю, что эти два аспекта человеческой природы, суждения и чувства, соединяясь, формируют 3 аспекта восприятия какой-либо работы – чувство, интерпретация и критика. Первое в нас формируется однозначно субъективно, и мы не можем никак ни повлиять на наши ощущения, на них влияет сочетание нашего жизненного багажа и произведения, ни в точности транслировать их другому человеку. Но мы можем транслировать ему информацию, то есть знания.
Мы можем сформировать у него новый опыт, который помогает ему ответить на вопрос, что, по его мнению, эта история вообще значит и зачем она существует. Ответ может разниться от человека к человеку, он не обязан совпадать у всех, потому что все еще опирается на субъективное восприятие. Интерпретация не обязана совпадать и с авторским видением. Искусство бы давно вымерло, если бы мы все понимали исключительно однозначно, иначе просто нечего обсуждать. И вот, исходя из какой-то одной выбранной интерпретации работы, вырастает критика, который отвечает на вопрос, что и как показывает автор, чтобы добиться своей цели. Берем субъективную интерпретацию. Шарлотта рассказывает об обществе. Хорошо, давайте посмотрим, что и как она презентует касательно общества. Мы заглянем в игру и увидим все события, которые объективно либо произошли, либо нет, и сверим их с интерпретацией. Помогают ли они передать понятую игроком идею? А может, для кого-то эта история больше о любви и отказе от эго в пользу других? Хорошо, тогда посмотрим на это таким же образом. О религии? Взглянем на этот вопрос. И так далее. Критика вполне себе объективна, но не по отношению к работе искусства, а по отношению к ее интерпретации. Я ведь читаю комментарии и люблю на них отвечать. Один раз, когда я рассказывал про проблемы концепции визуальной новеллы «Молоко вне пакета с молоком вне пакета с молоком», со мной спорил человек с ником All Eyes on Me. Он там живой вообще, а то любил комментировать мои видосы, а потом вдруг исчез. Мы с ним спорили, но доказать что-либо друг другу было невозможно из-за полностью отличающихся интерпретаций. Дело в том, что они определяют правила, по которым о произведении нужно рассуждать, и эти правила справедливы только для определенного понимания работы. Кому-то покажется, что фильм «Маяк» про доминацию и токсичную мускулинность с использованием мифов и легенд того времени. Ну а мы с вами точно знаем, что это гей-драма. Ладно, плохой пример, потому что «Маяк» обе эти вещи вместе. Может, «Мэнди»? Этот фильм рассчитан на уникальный опыт просмотра. Тут упор делается на визуал и звук. Панас Косматос с помощью разных приемов хочет вовлечь зрителей в околонаркотический опыт. И один человек будет тащиться от крутости этого фильма, в то время как другой будет плеваться от того, что персонажи тут плоские, а весь сюжет может быть описан одним словом. Пытаться убедить кого-то из них в том, что он не прав, в этом случае бессмысленно, потому что дело тут вообще не в логике. Оба человека правы по-своему, это просто совершенно разные точки зрения, для которых важны разные вещи. Кто бы что ни говорил, для меня объективность в искусстве существует. Последняя вещь, о которой хотел бы поговорить, это как Эд Рейн рассуждает и о чем рассуждает вообще. Дело в том, что в каждой ее игре главный герой находится в самом низу некой системы, порядок в которой поддерживается очень строгими правилами. В этих мирах персонажам необходимо взаимодействовать по большей части не с людьми, а с разными компьютерными аппаратами и терминалами, которые либо дают что-то для выживания типа еды, либо что-то необходимое для продвижения дальше. То есть вот такая безликая система, которой плевать на тебя. Ты можешь только подчиняться заранее установленным правилам, а если ослушаешься, то скорее всего тебя ждет смерть. Когда же речь заходит о развитии вопросов, поднятых в истории, всегда присутствует другой, более мудрый персонаж, поучающий главного героя правдам жизни, которые всю эту систему высмеивают. Кстати, эти слова после никак не оспариваются, из-за чего я думаю, что Эд Рейн сама так считает и как бы пытается открыть читателю глаза на правду, чтобы он осознал, что спит в матрице, является лишь винтиком в огромной машине, а также чтобы он понял, что эта самая машина построена на лжи и состоит из одних только противоречий и нелогичностей. Меня это все раздражает. Дело не в том, что это все неправда, как раз таки наоборот. Известно это всем давно. В наши дни такие мысли можно встретить даже у учеников средней школы. Идеи Эд Рейн крайне банальные, но еще более хреново то, к какому выводу она нас приводит. Например, во втором эпизоде у Шарлотты одноклассница прыгает с крыши, и героиня от этого начинает сильно переживать, на что Бог в ее голове отвечает: «Тебе было плевать на одноклассницу, пока она себя не убила. У человека извращенное представление об эмпатии. Если вам так важна жизнь другого существа, то вы бы плакали от одного вида куска мяса в своей тарелке. Человек слишком эгоистичен».
Эмпатия придумана только для людей. Оставайся в тумане, раз уж так хочешь. Разве так небезопаснее? У человека извращенное представление об эмпатии. Очень интересная формулировка. Эзрейн, видимо, не знает, что эмпатия не то, что не выдумка, мы придумали лишь название реально существующему феномену, но есть не только у человека. Также Эзрейн смотрит исключительно на результат работы эмпатии, чувства, которые якобы противоречат действительности, но не видит или не хочет видеть причину их возникновения. Также она не хочет знать, почему биологический вид легче сопереживает не другим видам, а себе подобным. Короче, мне кажется, искаженное и узколобое представление о людях и об эмпатии в частности, как раз у нее. И именно потому она представляет все общество в своих работах как гиперболизацию наших неизгладимых недостатков. Тут мне хочется вспомнить фильм Эдгара Райта «Конец света». Еще раз напоминаю умникам, что история написана не количеством долларов, которые потратили на ее воплощение. Вы же знаете о существовании книг, да? Ну, книги, слова, знаете такое? Итак, главный герой в конце света – сорвиголова, который не подчиняется вообще никаким правилам, в особенности правилам приличия. You did finally pay me back that 600 quid. Really? You borrowed 200 off me. And me? I can't believe it! I can't believe you do that! Of course I can. It's just robbing Peter to pay Paul! No, I borrowed it from Peter to pay you. I still owe Paul. Гарри Кинг – крайне эгоистичный индивид, и его эгоизм не знает границ. Он готов врать, чтобы добиться своих целей. Однако он это не со зла, он всего лишь идиот, который хочет хорошенько повеселиться. И его цель в истории довольно проста – пройти однажды неудавшееся испытание, а именно золотую милю. Это когда ты обходишь все пабы города, в каждом заказывая по пинте пива. Однако сейчас и ему, и его друзьям около 40 лет, им теперь такое просто неинтересно. Все-таки Кинг не промах, и разными способами у него выходит заманить товарищей в свою ловушку. Компания едет в их родной город покорять милю. Но однозначно рад этому только главный герой. Конфликт заключается в том, что Гарри никак не изменился со школьных времен, в то время как Энди, Питер, Оливер и Стив преследуют новые цели в жизни. И Гарри видит в этом ужасную скуку. У них всех есть работа, вторая половинка. Короче, жизнь устроена, такая же тихая и обычная, как у всех. Они адаптировались к условиям взрослой жизни. А главный герой застрял в прошлом, из-за чего в эти новые для него правила просто не вписывается. Происходит твист. Оказывается, почти всех людей в городе заменила разумная внеземная цивилизация, вся суть которой в создании строгого порядка. Эти пришельцы уже захватили огромную часть галактики, и делают это они якобы для создания некой утопии. Они якобы хотят показать правильный путь и прибегают к насилию только если им перечат. Иными словами, порабощение и тотальный контроль. Однако по их собственным данным, среди всех проектов по интеграции в систему, планета Земля находится на самой последней позиции по успешности. Люди оказались крайне несговорчивыми, и интегрировать их пришлось силой. Они противоречивые, агрессивные, тупые, наглые, грубые. Но именно благодаря этим качествам всего лишь 3 пьяных мужика смогли спасти человечество от исчезновения. Я только на процессе монтажа понял, насколько нелогичным кажется этот переход в сюжетный поворот, поэтому сейчас попробую объяснить. Суть такая, что персонажи в этой ситуации с концом света как бы оказываются в роли Гарри Кинга, который для них казался вернувшимся из другого мира. То есть этот твист сделан не только для того, чтобы у вас сорвало крышу, он важен тематически. Вообще можно упомянуть и предыдущие фильмы трилогии «Зомби по имени Шон» и «Горячий пушок», про название не спрашивайте. Ведь во всех этих кинолентах главный герой по тем или иным причинам не вписывается в картину мира, и ему говорят, что чтобы жить хорошо, он должен измениться. Однако все эти истории заканчиваются так, что меняется мир, и по итогу главные герои находят себе в нем место. И вот теперь у меня вопрос. Почему существует искусство? Внезапно, да? Казалось бы, при чем тут оно? А вот при том.
Если мы действительно такие нелепые и без чего-то жесткого контроля просто не выживаем, то как в эту самую систему вписывается творчество, которое идет бок о бок с нами на протяжении всей истории? Мне очень нравится игра Night in the Woods. На самом деле я мог бы привести ее вместо Конца света. В игре главная героиня Мэй тоже возвращается в свой родной город, где ее друзья тоже нашли себе место и, кажется, неплохо устроились. И здесь точно так же внезапно появляется тайная организация, которая руководит всем из теней. Но вот тут уже идет сильное расхождение этой истории с той, что есть в фильме. В игре встреча с этой организацией случается в самом-самом конце, и притом даже не является твистом, потому что не влияет вообще ни на что в сюжете. Сюжета как такового в игре нет, персонажа просто закинули в его старый город, который полностью открыт для исследования игроком. И в таком повествовании я нахожу прелесть этой игры. Она запечатлевает человеческий опыт не с помощью сюжета, а с помощью персонажей и мира. Именно первые оказывают непосредственное влияние на главную героиню, прямо как наши близкие и незнакомцы оказывают влияние на нас, в то время как мир меняется где-то там, на фоне, по итогу вступая с нами в конфликт в самые неподходящие моменты. «Ночь в лесу» — это не просто история, это запечатленный опыт жизни со всеми ее проблемами и вещами, которые помогают нам держаться на плаву. Оглянитесь вокруг. Послушайте музыку, почитайте художественные книги, зайдите в музеи и собрания разных художников, и вы увидите, насколько по-разному можно смотреть на жизнь. Это не только боль, но и радость. Это преследование каких-то целей и вместе с тем пустые развлечения. Жизнь человека многогранна, и эта общественная система является лишь деталью в ней, а не наоборот. Все, что мы проживаем, это бесконечная борьба между тем, что нам навязывают, что нам действительно нужно и чего мы хотим. Да, мы выстраиваем режимы, которые по итогу являются тупиковыми или приносят колоссальный вред, но они постоянно разваливаются, развиваются, перестраиваются под множеством разных факторов. Мы находимся в постоянном движении. Со стороны многие люди только кажутся идеальными рабочими муравьями, потерявшими свою личность в рутине, когда на самом деле каждый из них сражается за свое собственное счастье. И это то, что Эдреин в своих работах не показывает. Кажется, она именно такой пришелец из своих собственных историй, который пришел к нам из другого мира, посмотрел свысока и, не разобравшись, теперь навязывает нам, что живем мы неправильно. Вот что с людьми делает медицинский универ, да? Она видит в обществе, которое мы выстроили, только дисгармоничную и безжалостную структуру, когда на самом деле это живая мозаика. И несмотря на все ее недостатки, мы способны воспевать жизнь человека в искусстве во всех проявлениях. Вот я книжку Франца де Вааля упоминал выше «Истоки морали в поисках человеческого у приматов». Очень советую прочитать ее Эдреин и тем, кто с ней согласен. Вы откроете для себя очень много нового. Я пока сам не дочитал, потому что у меня огромные проблемы с концентрацией, но очень советую к ознакомлению. Мне настолько неприятен подход Эдреин к повествованию, что вникать в ее работы банально не хочется. И у отзывов в Steam был шанс это изменить. Но как мнение одного человека может поменяться, если все, что он видит, это как остальные хорошо себя чувствуют? Мне жаль, что для интересного диалога приходится использовать не положительные стороны игры, а ее недостатки. В жизни и так не хватает чего-то светлого. И потому давайте поговорим об этом. Почему вам понравилось «Привет, Шарлотта»? Я не против чужих чувств, я лишь против того, чтобы люди закрывались ими и говорили, что игра шедевр только потому, что им понравилось. Да, опыт у нас всех уникальный, так почему бы им в таком случае не поделиться? Этот гейткипинг мнений с той глупой позицией о субъективности ничего хорошего искусству не делает. Субъективность должна быть не каким-то препятствием в диалоге, но его причиной.